Привет, гильдия! Доступен, наконец-то, ивент, а также обновление 2.7 уже вышло, с чем я вас поздравляю. 600 камней стока на почте забрать не забудьте. Все-таки 600 за исправление багов тоже скинули. Первый этап ивента у нас, в принципе, довольно-таки простой. Нужно пройти 2 задания, чтобы получить доступ к Королевству Лжи. Это уже будут боевые испытания, о них поговорим чуть позже и заодно пройдем первые этапы. Второй этап будет также сегодня выложен на канале ближе к полуночи, потому что мы его будем записывать на стриме. Стримы я провожу ежедневно на площадке Трова. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Так что я вас там всех жду. Вы мне там пипец как нужны, ребята. Вы себе не представляете. Но пока что давайте быстренько пробежимся по магазину, так как там будет коллекционная пуха, а точнее приколюшки для ее возвышения. Коллекционную пуху, по-моему, хотя, возможно, тоже там. Ну-ка, магазин. Так, во-первых, здесь будет корона прозрения, штука очень редкая, ее нужно покупать в любом случае. Светящийся самоцвет нам необходим для возвышения нового лука, ну и остальные стандартные приколюшки. Валюту мы будем получать как раз-таки за прохождение данжа временного, который чисто по ивенту. Блин, совсем старый локоть сломал, по-моему. Такс. Чтобы уже непосредственно приступить к Королевству Лжи и Раздора, нужно будет пройти вот этих 2 задания. После этого уже будет доступен этап. Сегодня вечером еще будет опасность повсюду доступна через 16 часов. Это у меня. И также будет второй этап в подземке. И на секундочку, когда проходите вот эти задания, здесь потом нажмите награды испытаний. То есть награды здесь нужно забирать отдельно. Не забывайте, они автоматом вам не упадут. Так что не профукайте камни истока. Так, в конце видео, кстати, покрутим Сяо. Может, созвездие выпадет. Ух, и новая вот эта вот девочка-ниндзя. Блин, она реально лютая. Королевство Лжи и Раздора. Тут у нас по системе заданий. То есть нужно пройти 2 раунда зала обрывом на уровне. Сложность обычная, враждебность обычная. Вот здесь мы, кстати, получаем пуху. Пуха довольно-таки неплохая, но самое главное, что она визуально кайфовая и она коллекционная. То есть, если вы ее не заберете сейчас, больше вы ее никогда вообще забрать не сможете. Поэтому не пропускаем. Так, по заданию у нас, в принципе, все несложно. Я даже скажу суровая враждебность. Пройдите зал. Короче, чем мы паримся? Поехали. Врубаем все по максималке. Да понеслось. Уже жду вечера, чтобы пройти второй этап. Я еще первый не прошел, уже хочу второй. На стримчике вместе с вами. Как и положено для гильдии. Да-да-да-да-да. Тунч. А вот она, наша подземочка. Не дают атаку сделать. Дно разлома. Короче, в разломе даже дно пробили. Так. Проверяем, смотрим. Ага, вот как раз где мы закончили этап. Понял, принял. Подходим к табличке. У нас пока что доступен только первый. Второй этап будет доступен уже вечером. Мы его тоже запишем. Главное, чтобы вы забегали на стрим. Я буду очень рад, если я вас там всех увижу. Так, обычная враждебность, суровая враждебность, крайняя враждебность. Че мелочиться, тем более еще будут тестовые персонажи на халяву. Так, вражеские силы всего 3 раунда. Должны выбрать одного персонажа, чтобы продолжить бой. Другие персонажи участвовать не могут. После каждого раунда вы должны выбрать одного персонажа, чтобы продолжить бой. Другие персонажи участвовать не могут. Ничего не понятно, но сейчас узнаем. Сразу ставлю максимальный уровень сложности, чтобы прям затестировать каждой клеточкой. Так, из доступных пробных персонажей у нас тут из лютого есть вот эта девочка. Но я, скорее всего, поиграю своими. Плюс по смене этапа, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас будет минус персонажа. Так, поэтому возьму Сяо, Вентика, Бэйдоу и Беннета. Так, по стратагемам. Что у нас доступно сразу? Тактический маневр. Во время боя все неактивные персонажи восстанавливают 3 единицы энергии в секунду. Что довольно-таки неплохо. Но, как я предполагаю, там будет бои на время, поэтому нам нужно максимальное количество урона. И вот эти вот карточки будут постепенно добавляться, и их можно будет варьировать в зависимости от этапа. Так что этим можно пользоваться. Бонусы, как всегда, полезная штука.
Увеличивает урон персонажа на поле боя на 25%, 3 секунды эффект складывается до 3. Возьмем. То есть их можно... нет, одна. Обширный арсенал. Сила атаки всех членов отряда увеличивается на 60%, если персонаж отряда использует 3 и более видов оружия. У меня получается лук, копье, двуручный меч, покатит. И там у нас, по-моему, 4 карточки можно. Электро- и гидросопротивление противников, получивших урон от реакции заряжен, снижается на 40% на 5 секунд. Это уже если вы используете электро. У меня, в принципе, бейдоу, но у меня там нет гидроперсонажа, поэтому меня эта карточка не интересует. Ну и вариантов... 3 карточки можно. Ага. Значительно увеличивает прыжок попадания атака в падении, создают на позиции персонажа циклон, который притягивает врагов поблизости, и эффект может... Вот это офигенная тема. То есть, когда вы создаете атаку в падении, вся вражина начинает стягиваться. Хотя у меня есть Венти, что уже хорошо. Так, по врагам. Метачурлы, Вишепысток. Не знаю, затянет ли буст от бездны вот эта вот карточка. Венти их, скорее всего, не затянет. Зависит от их уровня. Ну да, поехали. Да-да-да-да. Я уже хочу вечер, я уже хочу стрим провести. Так, после каждого раунда из 3 пройденных испытаний вы должны изменить состав отряда. Продолжить сражаться может только один персонаж из текущего отряда. Вон как это работает. Не смогут быть задействованы. То есть те персонажи, 4, которые я сейчас выбрал, пройдя ими на следующем этапе, 3 из них не смогут участвовать. То есть я из этой пачки 4 выбираю всего одного, а потом добавляю оставшихся доступных, кого захочу. Из тех, кого есть вообще. Так что пробные персонажи все-таки, скорее всего, будут заюзаны. Ну да, поехали. Так, первый этап. Апартаменты возьми. Так, обычно тяжелое ХП противников увеличено. Поехали на все бабки. Да. Сейчас. Так, тут не время. Здесь их нужно просто уничтожить. Пока что. Так что, если у вас есть хил, возьмите. Лишним не будет. Так, отлично. Пойдем дальше. Испытание выполнено. Это наподобие как с бумажным чувачочком вот этим, который возле Вентика летает. Там было то же самое. То есть мы просто бежим по карте, выносим всех нафиг и фармим очки. Получая карточки, которые нас тоже бустят. Ну, постараюсь пройти максимально быстро, так как мне нужно еще успеть на работу. Так, окей. Побежали дальше. Да-да-да-да. Ну, тут только визуально как-то все так более просторно. А там было все сжато, закрыто. Так, здесь фатуята, ребята, поэтому... Если у вас с ними проблемы, подбирайте по стихиям, чтобы слишком долго не мучиться, когда будут щиты у них активированы. Вот типа как они его сейчас подрубили, и пипец у меня сейчас из-за этого займет некоторое количество времени их убийства. Благо у меня БНЦ-6, поэтому можно сделать бейдол пира. Или пира сяо. Электросопротивление понизим. Так вот подрубим вообще из всех стволов. Лучше всего использовать криво персонажа, но именно с фатуями. Если это будет жнец, то пира персонаж. У них разные виды защиты. Судя по тому, как они сносятся. Да, короче, давайте так будет быстрее. Рассеивание, как и геостихия, универсаль. Так, аппарат восстановления. Выберите одного персонажа, чтобы продолжить сражение. Остальные станут неспособны сражаться. И я, скорее всего, возьму. А возьму я, наверное, Бейдоу. Удивлены? Ага, вот так вот. Так, это второй этап. У нас их будет 3. Здесь я тогда возьму Сахарозу. Возьмем кого-нибудь из пробных. Синтю. И Джин будет как хил. Так, теперь у нас 3 карточки.
Понял, принял. Сейчас у меня как раз таки будет реакция заряжен. Так что мы ее заюзаем. При 100% энергии активного персонажа шанс критического попадания. Ладно, это как бы неплохо, но и не то. Так, после того, как персонаж активный попадает обычно атака по противнику 3 раза на позиции противника, ударная... довольно неплохой вариант. При попадании заряженной атаки активного персонажа по врагу создается одна элементальная частичка. Так, при восходящей форме после того, как элементальный навык персонажа попадает по врагу, урон его элементального навыка увеличивается на 50% на 6 секунд. А в чем прикол карточки, если будет время отката элементального навыка больше 6 секунд? Ну, такое себе. Так, метеоритный дождь. Поехали. Все готово. Второй этап. Так, у нас там уже начинаются какие-то самурайчики. Да-да-да-да. Так что своих самых, наверное, сильных персонажей, ребят, в первой пачке не юзайте, потому что 3 из них придется убрать. Да-да-да-да. Да-да-да-да. А я так джин тут и не докачал. Ду-ду-ду-ду-ду. Так, минусы. Ай, за минусю. Я уже к бездне готов, а вы меня тут самурайчиками пугаете. Там массив деревянный. Кстати, бездну я позже тоже запишу и тоже на стриме. Поэтому, ребята, если вы хотите увидеть это пораньше, то предлагаю забежать на стрим. Еще раз напомню, что их я провожу ежедневно. Все для вас. Да-да-да. Ссылочка на площадку будет в описании. Тем более, насколько мне известно, все, кто стримил по большей части, сейчас тоже находятся на данной площадке, так что вам даже регистрироваться не придется. Так как вероятность того, что вы уже там, крайне высока. А если нет, то рекомендую тут к нам присоединиться. Так, учкуем. Да в смысле она сама заюзалась? Да. Следующий. Так, здесь у меня 9 противников будет. Не, ну Бэйба у меня их просто шотает. Уж говорю, это просто электроархонт воплоти. Что они прыгают? Мутусь. Да. Так, это последний трое. Отлично. Это радует. Да. Все-таки самых кайфовых персов, мне кажется, лучше будет оставлять на 3-й этап. Так как противники становятся по чуть-чуть, но посильнее. Плюс я напомню, что у меня сейчас выставлена максимальная сложность. И с бонусом на увеличение хп противника. Ну, бонус как? Это бонус. Такой себе бонус, но очков нам дадут больше. Следующий. О, да, вот они эти ребята, которых желательно стопудово кокать вместе. Вот что мне что-то подсказывает, они как и в бездне будут сейчас хилиться, если одного убить раньше второго. Так, у них еще баф на защиту падает. Понял. Гидроперсонаж был бы очень вам полезен. А ну не трожь Джинни. Так, пора их, по-моему, изничтожать. -2 их одной тычкой. Обожаю Бейдол.
Так, ну все. Все, что можно было забрать, я сделал. Выберите персонажа, который у нас будет участвовать в следующем бою. Все так же, наверное, выберу Бэйдоу. Заодно убедились в том, что одного и того же персонажа можно протаскивать постоянно. Третий раунд, он же финальный. Здесь у нас босс будет кукла. То бишь здоровенный Магу Кенки. 90 уровня, на секундочку. Так, что я могу теперь заюзать? Угу. У меня, получается, осталось еще кэтсинка, но хил, кстати, есть пробных, это у нас цицы. Можно взять также чугуна и увеличить шанс критического попадания, так как будет 2 криво, это резонанс. Но, так как у меня электро, я, скорее всего, возьму еще, наверное, Эллой и Елань. Угу. Так, по бонусам. Можно заюзать, кстати, предыдущий, который мы уже использовали. Но давайте посмотрим, что нам предлагают из новых. Откат смены персонажа увеличен до 6 секунд при переключении на персонажа. Его скорость обычной атаки и скорость передвижения увеличивается. Но не хотел бы это. Высшая утонченность увеличивает уровень элементальных навыков взрыва стихий. Все. Вот это, ребята, я рекомендую заюзать. Тынч. Так, гнев богов. Она просто увеличит ваши все таланты на +1. Так, когда активный персонаж попадает обычная атака по врагу, урон его обычной атаки повышается на 15%. Эффект возникает. Так, а длительность... до 4 раз. Все понял. Это тоже мы возьмем. Увеличивает урон персонажа на поле боя на 25% в течение 3 секунд. Складывается. Ну, это у нас было. Тоже возьмем. И все вроде, да? 3 варианта. Заодно затестируем сейчас нового персонажа. А почему куки не добавили? Разрабы, вы куки почему не добавили? Вот так вот делаем. Ты посмотри, какая красотища. Слушай, вот этих девочек юзать вместе, это прям то, что доктор прописал. Да-да-да. Плюс физ сопротивления понизим. Ну и пуху ей, конечно, в тестовом варианте выдали. Ну вы чё? Да-да-да-да. Не, ну у них вообще шансов нет. Так что да, своих персов можете юзать сразу. Главное, оставьте хотя бы вот этих 2 девочек, которые, смотрите, как офигенно работают сообща. На удивление. С одна ульта за ультой. Еще и кубик этот летает. Не, ну она мощная девочка. Так, дальше у нас что? Да-да-да-да. Да-да-да-да. Я уже готов сражаться с самураем этим здоровенным. Раунд 2. Так, тут, блин, у меня нет пироперсов. Это мы, конечно, не учли. Да-да-да-да-да. По старинке. Ладно, тогда будем тетку мы пусть. Слушай, прикольно у нее ешка, мне уже нравится. То есть этот кубик наносит гидроурон. Просто даже когда персонаж находится в кармане. Это имбово, я вам, ребята, скажу. От слова прям очень. У нее еще и ешка откатывается. Это из-за пухи. У меня персонажи не успевают переключаться. Да-да-дум-дум-дум-дум. По-хорошему нужно было их сейчас зарядить, чтобы на следующем этапе уже самураю от всей души навешать.
То есть вы как бы смотрите, ребята, по противникам, чтобы можно было изначально подобрать пачку, чтобы не чувствовать дискомфорта. Ну, хотя я играю на максимальной сложности, пока все норм. Сейчас мы метку повешаем. Есть уцы, значит, вы бессмертны. Так, отличненько. Уже хотел лут забрать. Так, это последний у нас этап. Вы посмотрите, какой меч. Он прям весь полыхает. Ну да, поехали. Подъем, деревяха. Слушай, последний раз кайфовал, убивая его, это было бездна. Так, и не забываем, пока у него будет работать анимация, по нему не будет идти урон. Она вот сейчас. Видите? Все, урон перестает идти. Чтобы уклониться от атаки, либо блокируйте ее, как делает Бэйдоу, либо щит заюзайте, либо просто нажмите ульту. Когда идет анимация ульты, по вам урон не проходит. Рекомендую это использовать. Называется, подрубил из всех стволов. Что, у них механика у Шэньхэ и Елань очень похожа. Именно в плане ешки прям очень работает четко. Видите, вот снова уклонился. Без вреда для себя. Ну, либо можно просто поглотить урон. И как дать ему в ответку. Похоже, что я сегодня встал в 4 утра. Ай, ты не успел. Слушайте, а мощно бьет. Так, отлично. Я бы даже сказал, даже не сложно. Длительность боя, почти за 10 минут. Первый этап на максимальной сложности везде увеличивал хп противнику, чтобы получить максимум от того, что можно вытащить. Так, что нам дали? Первый этап, я выполнил полностью все награды, поэтому у меня уже есть... Офигеть, вот это ко мне истока сыпет. Ребята, сейчас будут крутки. Так, 30-240, таратам. Плюс я получил лук. По валюте, которая нам нужна. 930 штук у меня по итогу. Так что можно зайти в магазин и забрать сразу корону. Тынч. Дальше рекомендую забирать светящийся самоцвет, если вас пуха интересует. Но, как я говорил ранее, она коллекционная, поэтому лучше вскупайте. И их сейчас здесь 2, значит остальные мы будем получать за какие-то этапы заданий. Что есть, то есть. А я пока что благодарю вас за внимание. Ребята, жду вас всех на стримах. Я их уже в течение нескольких месяцев провожу ежедневно, без выходных, чисто для вас. Ссылка будет в описании. Всех обнял, девчонок поцеловал и увидимся в следующих видео. Или на стриме уже сегодня вечером. Будем проходить второй этап.